Запоздалая первая часть серии разборов геймплейного трейлера Starfield, и все дело в том, что случились технические форс-мажорные обстоятельства. Кто следит за моим личным блогом в Телеграме, в курсе, о чем идет речь, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Разбор будет поделен на части, дабы не вываливать часовое видео, ведь мало кто выдерживает такой хронометраж, да и мне так проще. Но в целом не знаю, насколько актуальным будет этот разбор в наши дни, ведь вы уже наверняка встречали множество дополнительной информации по показанному геймплею, пока я решал все свои проблемы. Ну да ладно, многие из вас сюда приходят только чтобы врубить что-то к чаю с утреца или же фоном, пока делаешь свои дела, сидя в туалете. В общем, не буду долго тянуть со вступлением, давайте уже приступим к тому, что же нам показали. Начинается видео с цитаты французского писателя и литературного критика Анатолия Франца. Удивительно не то, что звездное поле так огромно, а то, что человек измерил его. Тут прекрасно все, и то, что речь идет конкретно о Starfield, что в прямом переводе и является звездным полем, и смысл фразы об исследовании звездного поля человеком, на основе чего и построена по сути вся концепция игры. Далее нам демонстрируют то самое звездное поле и гравитационные волны. Им вообще уделено особое внимание, если так поглядеть, они абсолютно на всех постерах и задних фонах. Их можно было видеть в первом трейлере игры на панели командного центра, там же где размещается заголовок индикатора гравитационный слой C1. Демонстрация процесса инициализации различных систем и устройств и включение индикаторов разметки монитора с выводом на него звездных систем и построение маршрута от одной до другой, где наглядно демонстрируется, что первый вариант проложенного маршрута пути напрямую от системы к системе неосуществим, и система рассчитывает другой, обходной путь. После расчета пути начинается тот самый скачок через пространство, но на нем процесс быстрого перемещения прерывается нарезкой кадров из того, что нам готовится продемонстрировать. Помню свою радость, когда смотрел на стриме этот момент впервые и увидел идущего главного героя, именно того, которого мы видели в ранних сливах из утечек скриншотов раннего билда, когда еще гадали, настоящий ли это слив или это очередная модификационная модель из Skyrim или Fallout. А тут первые кадры, где он точно такой же идет официально в настоящем геймплее игры. Первые эмоции помню как сейчас. После нарезки кадров из геймплея нам демонстрируют завершение того самого скачка, который был прерван этой самой нарезкой, и продемонстрировали, как он выглядит визуально. Эффект примерно такой же, как нам показывали в анонсирующем тизере игры. После чего величайший геймдизайнер всех времен и народов, гениальный и неповторимый Тодд Говард, вкратце рассказывает о том, что нам сейчас предстоит увидеть. Но мы все-таки пришли посмотреть именно геймплей. Сказано об игре было и без того уже много, еще с самого анонса игры, и все это я также разбирал на канале и в группе ВК, потому моменты со вставками презентационных речей я пропущу. Давайте сразу глянем первый отрезок геймплейного трейлера, и первое, что нам решили продемонстрировать, это боевую систему при выполнении одной из первых миссий. На этом кадре мы видим пустынную планету с одинокой базы среди холмов. Точно такие же виды нам демонстрировали и на некоторых концепт-артах, а потому мы их всегда и разбираем, так как именно они позволяют заглянуть в будущее и увидеть, как все плюс-минус будет выглядеть в финале, но уже в 3D плоскости. Данный вид больше всего напоминает уровни из Mass Effect, где также были незаселенные планеты с размещенными на них одинокими базами, которые выполняют свои различные функции. Колонии, добывающие предприятия, военные объекты и так далее. Для игры с планетарной системой построения уровней это оптимальный вариант, привязывать к каждой планете какую-либо небольшую область или конкретный объект, где будут происходить события. Если наполнять всю планету такой же плотностью, как, к примеру, Skyrim, то планет на всю игру будет максимум парочка, а с таким количеством говорить об исследовании космического пространства не приходится. Тут либо то, либо то. Ну либо прибегать к процедурной генерации, которая на сегодня еще не настолько совершенна, чтобы полностью заменять ручной труд. А потому мы будем наблюдать некий гибрид, где большая часть игры будет создана руками дизайнеров уровней и квестов, а остальная часть была сгенерирована. Но об этом мы еще поговорим, когда будем разбирать часть демонстрации размеров карты и планеты, а потому движемся дальше. Нам показывают дату, когда происходят события. Дата рассчитывается по Солнечной системе, и на дворе 2330 год. Если бы время исчисления было по другой звездной системе, то дата могла бы очень сильно отличаться, как в большую, так и в меньшую сторону. Я думаю, это слишком очевидно. Прошло 20 лет с момента войны между силами объединенных колоний и коллективом свободных звезд, которые будут являться основными фракциями в игре. И тут нам показывается одна из катсцен посадки нашего звездолета. То, что все взлеты и посадки будут выполнены в качестве катсцен, можно было понять уже по артам. Там корабль всегда показан был со стороны, чтобы художники понимали, какие примерно ракурсы должны будут использоваться в игре.
игре. Я видел комментарии, где кто-то задавал вопрос, мол, а как вообще делать катсцены, если в игре будет много планет загенерированных? Ведь катсцены записываются заранее. Это не всегда так работает. Да, есть заранее записанные сцены и сжатый видеоформат, а есть катсцены, которые генерируются на лету на самом движке. Достаточно лишь выбрать определенную область размещения, движения, смены ракурсов камеры. На планете это сделать не так сложно, так как мало шансов на то, что в кадр попадет что-либо, что будет закрывать обзор. Да и этот момент явно продумали и нашли определенную схему, при которой камера всегда будет в выгодном положении. За счет динамических сцен в играх появляется возможность видеть своего персонажа именно в той броне, которую ты на него надел, а не ту, которую на него нацепили художники, когда монтировали ролик. В нашем случае мы будем видеть тот звездолет, который мы собрали сами, с учетом нашего выбора кастомизации, что дает превосходную возможность с красивого ракурса понаблюдать за нашим творением. Как на фоне планеты и горизонта выглядит, к примеру, новая обшивка на корабле, которую мы купили за бешеные деньги и которая уже успела потрепаться. А стоить апгрейд корабля будет и правда очень много, эту информацию уже официально подтвердили. В целом картинка добротная, не сказать, что выдающаяся, но и нельзя сказать, что она устаревшая. Но необходимо учитывать то, что местность довольно пустынна, а потому тут особо нечего рассматривать, кроме освещения, текстур земли и отражений с тенями. Сразу можно обратить внимание, что упор делался больше на реализм, а не на фэнтезийный стиль. Как ни крути, игру с первых своих дней анонса именно так и представляли публике, как смесь NASA Панка и Хана Соло. От первого общая стилистика реализма и учета различных аспектов реальных космических программ, а от второго это одинокие межгалактические приключения с выполнением поручений и квестов. И на одно такое как раз мы и прилетели. Приземление происходит на спутнике планеты Ансилон, луна Крит, на которой располагается исследовательская лаборатория. Смотрим подробную катсцену приземления и видим свой корабль крупным планом. Тут у меня возникли двоякие впечатления. С одной стороны, можно видеть высокую детализацию, множество различных объектов, практически каждую деталь и пушки, даже четко читаемый серийный номер. Но с другой стороны, все кажется каким-то плоским. Не знаю, как это объяснить, но ощущение, что это 2D спрайт модели, хоть спрайты с изображением высокого качества. Чувство, как будто не хватает теней, дополнительных отражений и эффекта глубины изображения. В данном случае корабль выглядит как снятый на старую пленочную фотоаппарат-мыльницу, когда все сливалось в одну единую плоскость. Если уж делается катсцена, то можно было прибегнуть и к некоторым художественным приемам, синематик эффектам, дрожанию камеры и так далее. Но в целом и так все выглядит довольно хорошо, но определенно могло бы быть и лучше. Грязный, потрепанный корабль приземлился и нас переносит от катсцены непосредственно к геймплею с видом от первого лица. И наш герой находится позади робота-компаньона Васка, который готовится на выход разведать обстановку. Внутри корабля все точно так же, как нам показали и в первом трейлере. Все те же стены, багаж, пристегнутый веревками и та самая лестница, которая вызвала множество обсуждения после демонстрации подъема главного героя по ней. Касательно антуража, сразу можно обратить внимание на объекты, которыми будут заполняться некоторые пространства. Например, вот эта связка. Одна слева и точно такая же справа. И речь не только о цветах этих чехлов, но даже расположение идентичное. Для корабля, я считаю, можно было бы постараться и получше, и создать больше объектов и их различий, чтобы не было повторений буквально в одном месте. Ну хотя это мелочи. Но с другой стороны, именно за внимание к мелочам я и люблю игры от беседочки. Да и в целом всегда уделяем особое внимание в играх. Но как ни крути, все выглядит добротно, особенно потолок, на котором множество деталей. Сразу хочется высказаться по поводу освещения. Мне оно тут не нравится, скажу честно. Во-первых, мы видим два источника освещения на потолке белого цвета. От них нет никакого света. Выглядит это просто как текстура лампочек, которые по факту лампами и не являются. В старых играх, помню, были дверные ручки также сделаны в виде 2D текстуры. Тут же имеются иллюминаторы, ну или по-простому окна. И также не чувствуется, что в темное помещение через них просачивается свет. Есть чувство, что просто освещение берется само по себе из ниоткуда, а не из источников света. Сильный недостаток теней. Вся картинка какая-то засвеченная и прямо в помещении видна белая пелена. Я понимаю, когда она снаружи, где есть туман, но тут это лишь выглядит как испорченное зрение главного героя, у которого какая-то белая пелена перед глазами. Да, никто не обещал, что разбор будет исключительно хвалебным. Как бы я не любил игры от беседки, я всегда придерживаюсь здравого смысла. Не люблю обманывать себя и вас, и стараюсь не кидаться в крайности. Ну, в общем, поехали дальше. Тут же мы можем видеть Худс, который мы видели
видели уже и раньше на слитых скринах раннего билда. На нем будет отображаться вся необходимая информация. Название места, в котором мы пребываем, опять же те самые гравитационные поля, солнечную фазу, запас кислорода, а также квестовый маркер, дабы понимать, в каком направлении нам необходимо двигаться. Справа наш индикатор здоровья, выбранное оружие, в данном случае полуавтоматический пистолет, запас боеприпасов и количество гранат. В принципе, все довольно стандартно и привычно по другим играм. Но на самом деле мне гораздо приятнее компас вверху экрана в виде шкалы, как в Skyrim и Fallout, так что подожду модеров, которые сделают альтернативные версии элементов интерфейса. Далее можем увидеть и анимацию робота. И ходит он точно так же, как и все роботы, что тут еще от него ожидать? А мы можем и дальше наслаждаться вниманием к деталям. Четкая надпись Crash Zone. Рядом на другой поверхности также и другие технические надписи. Но меня опять не покидает чувство, что что-то не так с тенями. Допустим, почему этот бортик не отбрасывает тень, которая должна была ложиться параллельно тени от Васка, так как тень растянута. Ну и бортик и этот бордюр отбрасывают тени буквально под себя, и они едва заметны. Как будто существует несколько источников освещения. У Васка тень протяжная, а у этих объектов она едва заметная. И потому они на контрасте выглядят вновь какими-то плоскими, словно это 2D декорации. Кстати, модель робота-компаньона проработана очень хорошо. Также заметна высокая проработка текстур. Собственно, то же самое применимо и к земной поверхности и камням. Хорошие плавные переходы без стыков от одной плоскости к другой. В данном случае камень и земля перетекают в глиняную песчаную поверхность. Камни округлые, многополигональные. В том же Skyrim со стыками текстуры и камнями была большая беда. Тут же сильно заметен прогресс и ощущается технология фотограмметрии, где реальное фото поверхности прекрасно ложится на 3D-сетку. Нигде не растягивается и не превращается в повторяющиеся квадратные участки, даже если смотреть на землю с высоты. Это похвально. Прогресс работы над движком в этом аспекте налицо. И тут нам демонстрируют привычную по No Man's Sky систему сканирования и сбора ресурсов с помощью универсального инструмента. Когда мы его активируем, то меняется и индикатор, который при сканировании начинает показывать температуру воздуха, скорее всего влажность и гравитационное давление. Также появляется дополнительное меню, в котором можно войти в режим строительства, как в том же Fallout, включить фотомод для создания крутого скриншота, вывести справку, ну и собственно отсканировать выбранный объект. Сам же индикатор нашего резака показывает всю доступную информацию в диапазоне сканирования. Радиус сканирования, судя по всему, также будет меняться. В данном случае диапазон сканирования 50 метров. Текущий биом просканирован на 50%. Планеты, похоже, будут включать в себя 3 категории ресурсов для сбора. Ресурсы, к которым, как я понимаю, будут относиться различные редкие металлы, минералы и так далее. Фауна — это виды различных животных или зверей, которых мы сможем сканировать, становясь фактически космическим ученым, который охотится за информацией о редких видах зверей для своей коллекции. Не знаю, будет ли необходимо сдирать шкуру или ловить живьем, чтобы засчитывался сбор, или достаточно будет просто отсканировать всю необходимую информацию. Надеюсь, некоторые зверей будут доступны только в определенное время суток при определенной погоде, чтобы был некий челлендж для самого себя, найти какое-то существо, которое никак не попадается на глаза, и провести его скан. Ну и последний вид ресурсов — это флора, к которой будут относиться всевозможные виды растений. На данном спутнике 8 единиц ресурсов и 2 единицы растений. Редких и необычных зверей, судя по индикатору на поверхности Луны, нет. Перед нами некий пыльный корень, который относится к категории флора, и мы его сканируем, о чем можно узнать из уведомления на экране. Движемся дальше и отмечаем плавное перемещение камеры. Управление, естественно, происходит с геймпада, именно на нем производятся все демонстрационные показы. Встречаем насекомых, которые, похоже, не опасны, но лично я достал бы сканер и все равно бы их отсканировал, мало ли что. В этой сцене мне не понравилось то, как выглядят красные растения. Они слишком яркие для общей картины, выглядят инородными. Такое часто бывает, когда ставишь в играх мод на растительность или новые деревья. И в игре появляются модельки, чьи мыши гораздо светлее, чем оригинальные в игровом мире, и текстуры на них выглядят гораздо ярче общей цветовой палитры. В этом случае они выглядят как наклеенные, выбиваясь из общего фона. Все-таки цветовой баланс — это дело тонкое, и работа с общей палитрой должна учитывать связь объектов друг с дружкой. Как сочетаются два объекта, находясь рядом, учитывая, что для них действует общая система освещения, отражений и теней. Кстати, о тенях. Учитывая, какие тени отбрасывают камни, этот куст — такое ощущение, что вообще без теней, что делает его еще более чужим в этой сцене. Но это так, лишь мелкие придирки. С другой стороны, дабы компенсировать придирку, хочется отметить прекрасные поблескивания и отражения на камнях. Выглядит очень реалистично, фактически как часть кадра настоящего фото. И вот демонстрация вида от третьего лица. Снова плавное приятное движение и анимация. И снова высокая детализация с каждым швом, ремешком и заклепкой, а также высокое качество текстур. Старый потрепанный костюм как бы намекает, что мы прошли не один бой, побывали в разных ситуациях и сменили множество различных мест. А вот и инопланетное существо, ракообразный сталкер с
привязкой в своем названии конкретно этому месту. Не думая, что существа будут генерироваться как-то рандомно, как в No Man's Sky, сделая уродливое нечто вроде Франкенштейна, когда из различных шаблонных объектов собирается существо как конструктор Лего. Тут же видно, что над моделькой работали вручную, а потому и название оно имеет уникальное. По индикатору уровня и шкалы здоровья над головой противника нам как бы намекает, что мы играем в первую очередь в RPG, а не шутер. А существо и вовсе нас боится, а потому достаточно припугнуть его оружием, и оно просто исчезнет с наших глаз долой. Это вам не какие-нибудь суровые грязевые крабы, которым вообще по барабану, кто перед ними, даже если ты только что при нем убил дракона. Нападет, еще и преследовать тебя будет через полкарты. Тут же у существ инстинкт самосохранения развит гораздо лучше. Сталкеров прогнали, но если оценить их количество, несмотря на то, что они слабенькие, такой толпой они нам могли бы доставить немало неприятностей, это уж точно. Снова вид от первого лица, и тут снова все не так радужно в качестве перехода от модельки к модельке. Если посмотреть на эти сталактиты, а также красную траву, то все выглядит как сцена из прошлого. Увы, грубые стыки, просто разрезающие текстуры, никаких переходов от объекта к объекту, как будто пластмассовые купленные сосульки приклеили к поверхности или прикрутили болтами. Так что даже видно швы. Это не очень. Но опять же, это если уж присматриваться ко всему. Все же главное в играх от беседки — это свобода действий, тонны контента, и самый главный пункт лично для меня — это чувство исследования и открытия новых локаций и мест. Это то, что я ценю в играх больше всего. Снова включаем сканер и обнаруживаем залежи железа. Забираем его себе при помощи универсального устройства. Тут же, кстати, видно, как изменился радиус сканирования с 50 метров аж до 10 тысяч. Ну и когда собрали железо, индикатор ресурсов не увеличился на единичку. Возможно, такие мелкие залежи не учитываются, либо мы собрали не все, чтобы все залежи пошли в статистику, так как видно было, как небольшой кусочек на стене все же остался не собранным. Кстати, устройство сбора проработано опять же очень прекрасно. Видно и заряд батареи, и всю техническую информацию, все стыки, переходы, выемки, крепления. Очень круто. Ну что ж, приближаемся к базе, и нас уведомляют об открытии нового места. Традиционно для игр от беседки. Тот самый момент, который я люблю больше всего, когда находишь новое место, приходишь к нему, читаешь название и уже предвкушаешь некое мини-приключение. Локация открыта, информация о ней получена, начислено 23 опыта, что делает открытие еще приятней. Общий вид на лабораторию, где видно рядом уже приземлившийся корабль наших потенциальных врагов. Здание, кстати говоря, немалое. С учетом того, что по кораблю мы можем свободно ходить и в нем разные помещения, и наш корабль плюс-минус такого же размера, как этот, то здесь только одно фойе здания размером с этот корабль. Точно будет где побродить, чтобы поисследовать, какие терминалы почитать и встретить немало врагов. Кстати, можно обратить внимание, что при сканировании корабля пиратов Багрового флота под названием Призрак, наша раница резко заменяется на другой, на котором присутствует универсальный инструмент для сбора ресурсов. Возможно, у нас снова будет возможность собирать огромное количество всевозможных пушек для разбора. И, конечно, прорисовывать на спине десятки разных дробовиков было бы не очень. Но вот все-таки универсальный инструмент, который всегда с нами, можно было бы отображать постоянно. Ну и основное оружие, которое выбрано нами в данный момент. Чтобы оно висело все время на виду, атмосфера бы добавила. Но с учетом того, что даже в демонстрации геймплея иногда проседают кадры, постоянно болтающееся детализированное оружие в кадре все время вызвало бы дополнительную нагрузку на обработку. Но опять же, надо отдать должное беседке, они верны своим традициям и не показывают заранее срендеренную фальшивку. Если где-то что-то лагает, значит лагает. Где-то не идеальная анимация, показывает, что да, у нас такая вот анимация. Где-то дернулись тени в кадре, значит дернулись, тоже покажут. Игрок уже знает, что ждать. Но кто-то это часто записывает в недостатки. Видимо, те, кто привыкли потреблять красивые ролики, полукинцо, не имеющие ничего общего с геймплеем. А потом обижаться, что в очередной раз на релизе картинка не соответствует действительности. Ну что ж, зато во время показа демонстрации вы покайфовали от полусинематиков. Ну это так, к слову, давайте двигаться дальше. Достаем свой вновь хорошо детализированный пистолет от производителя Ion. Вызываем быстрое меню нашего оружия, где сразу же выводится быстрая информация. Если выбрать пушку в одном из секторов, можно увидеть калибр и общее количество боеприпасов. Название оружия, в данном случае в меню выбран полуавтоматический пистолет под названием Грендель, в честь мифического существа. И еще какой-то непонятный индикатор, обозначающий, что чего-то 5. Возможно, это альтернативные снаряды. Можно уже увидеть, что оружие, как и всегда, делится на подклассы. Пистолеты, винтовки, дробовики, что-то вроде тяжелого оружия, среди которого в данном случае выбран наш резак для сбора ресурсов. Тут не показано лишь
лучше иконка какого-нибудь оружия ближнего боя. В быстрый доступ, по всей видимости, можно будет закинуть по 3 оружия в одном из направлений, так же как это было реализовано в Fallout. Другой вопрос, как удобно будет в динамике во время боя между ними переключаться, если смена оружия, к примеру, будет сделана на стике геймпада. Не будет ли выделение перескакивать сразу к крайнему, и не нужно ли будет ювелирно и осторожно наклонять стик в сторону, дабы этого не произошло. Надеюсь, выбор будет на стрелках. Как по мне, так проще на геймпаде пару раз нажать влево, чтобы выбрать крайнее оружие, или один раз вниз, чтобы выбрать первое оружие из нижнего списка. Ну а пользователи ПК, как всегда, вообще не столкнутся с такими проблемами. 100% все оружие будет привязано к клавишам от 1 до 9. Выбираем полуавтоматический пистолет Грендель и вновь наслаждаемся высокой детализацией как нашей руки в перчатке, так и детализацией пушки и обоймы с анимированными текстурами индикатор заряда боеприпасов. Быстрая перезарядка с проработанной анимацией каждого действия с отображением производителя. Фирма Combatech, что в прямом переводе читается как боевая техника. Кстати, брендам, похоже, уделено немало внимания в игре. Это можно было заметить еще по первому трейлеру и информации, которая следовала затем. В мире будет немало корпораций, как производителей космических кораблей и запчастей к ним, так и производителей оружия. Наверняка у каждого производителя будут свои как слабые, так и сильные стороны. Что-то будет являться бюджетным вариантом, а что-то элитным. Прыгаем вниз без использования ранца, так как гравитация на спутнике планеты позволяет довольно плавно приземлиться вниз. Дальше будет видно, что при использовании ранца тратится заряд углекислого газа, который перерабатывается из кислорода, которым мы дышим. О том, как работает ранец, ранее сообщали разработчики в блоге игры. Тут же индикатор не появляется, значит мы просто делаем прыжок и летим естественным образом вниз. На этом кадре можно увидеть также и другие технические данные нашей обоймы на оружии, подписи без корпуса и калибр, а также снова значок. Это по-любому тип боеприпасов. Ну а какой значок к какому типу относится, это, наверное, уже узнаем в самой игре. Входим в темное помещение без каких-либо загрузочных экранов. Благо, пустая территория планеты нам позволяет сразу же подгрузить первые комнаты базы со всеми отдельно лежащими предметами, противниками и всем остальным, что не является просто декорациями, а соответственно всегда обладает гораздо большим объемом информации, а следовательно и требованиями. Тут же можно увидеть эффект привыкания к свету. Так как мы заходим со светлой улицы в темное помещение, то сперва перед нами темнота, которая плавно рассеивается, когда наши глаза привыкают. В этом помещении с освещением, отражением и всем остальным гораздо лучше, нежели на выходе из нашего корабля. В данном случае эту белую пелену я могу понять, помещение пыльное, с освещением же все в полном порядке, оно не берется из ниоткуда. Видно, как мрак рассекают лучи, исходящие конкретно от источников света. Отличные блики на поверхности, очень нравится местная картинка. Это на голову выше того, что было в том же Fallout 4, прогресс на лицо. Тут тоже видно, как классно ложатся тени, создавая красивые линии на поверхности пола. Ну и отлично свет играет на нашем оружии, плавно переходя от красного освещения, из которого мы выходим, к обычному белому, исходящему от прожекторов. Бросается в глаза детализация и проработка комнаты. Каждая информационная вывеска, стенды или предупреждающие таблички, все на своем месте. Различные приборы и мебель, короба под электропроводку и вентиляцию на потолке. Масса технической информации на стенах, биологическая опасность, не курить, быть осторожным при работе и так далее. Даже порядковые номера на оцарапанных материалах обшивки стен присутствуют. Указывающая табличка о том, что тут расположен огнетушитель. И, собственно, сам огнетушитель висит на стене как отдельный объект. Внимание к деталям в игре колоссально, что, конечно же, сильно способствует погружению в игровой процесс. Присаживаемся, дабы зайти незамеченными в комнату, где находятся противники, чтобы нанести удар первыми. Я опять же наслаждаюсь массой деталей в кадре. Извините, что столько внимания уделяю этому, но обожаю, когда уровни в играх не выглядят пустыми коробками, от чего создается чувство депрессии и ощущение, что играешь в онлайн-игру, где экономят на каждом ресурсе и дополнительной модельки. Тут же мы видим колоссальное рабочее место с растительностью, настольными лампами, проводами под потолком, какими-то техническими принадлежностями и, конечно же, снова разнообразными информационными вывесками и табличками. А вот и наши первые враги. Космические пираты 2-го уровня. Да-да, мы играем в RPG, а не шутер. Это главное сейчас запомнить и держать в голове. Слух у противников хороший, либо у нас слабо прокачан стелс, и пираты спохватились и напряглись, когда мы к ним стали приближаться. Сразу же обратил внимание и на отличную анимацию, без дерганий и знаменитых скольжений по полу, которые были свойственны NPC практически во всех играх беседки. Если приглядеться, противники чувствуют пол, перед бегом наклоняются по физике, делая упор на ноги. И в данном случае один из пиратов имеет оружие ближнего боя, потому захотел с нами сблизиться. Анимация отличная, меня все более чем устраивает. Снова же виден нереальный прогресс работы над движком. Уведомление о том, что мы можем обокрасть противника, опять нам напоминает, что мы не в шутере, а
а в RPG. Расстреливаем пиратов в упор. Тут же появляются новые подсказки интерфейса взаимодействия с телом. Взять, передать. Это нам очень знакомо. Видел, кстати говоря, в первые дни после показа очень много распространенных шаблонных комментариев про то, что не ощущается импакт при стрельбе. Даже появилось ощущение, что людям больше нравится сам термин, а не его значение. Потому хочется побольше его упомянуть везде, дабы все знали, что ты в теме и знаешь такие модные словечки. Да, конечно, все можно было бы сделать гораздо более реалистично, чтобы прям после каждого выстрела тело противника относило чуть в сторону и повысить анимацию отдачи нашей пушки. Но снова напомню, что мы играем в первую очередь в RPG, а не в Battlefield или Call of Duty, в которых стрельба — это основная базовая механика, и ей уделяется практически все внимание. Так же, как и автосимуляторы всегда будут иметь физику машин на голову выше, чем физика машин в каком-нибудь условном GTA. Как по мне, так стрельба и сейчас в полном порядке, по крайней мере именно в этой сцене. Позже, да, будут некоторые вопросы касательно нее. Хотя меня стрельба и в четвертом Fallout полностью устраивала, хотя встречал также немало критики в ее адрес. А стрельбу из лука в Skyrim вообще считаю лучшей из всех, которые я пробовал в разных играх. Но в целом комментариев в сети насчет импакта написано было много, а потому беседка явно это увидела и возможно еще что-то подкрутит в этом плане. Недаром взяли отсрочку релиза, дабы доделать и потянуть разные аспекты игры. Касательно попаданий по врагам поглядим, а вот насчет отдачи наверняка и прокачиваться будет такой перк, как снижение отдачи оружия. А потому в конечном итоге все равно все придет к тому, что ваше оружие будет сидеть крепко в руках. На нашем компасе видим, что в радиусе обнаружения есть еще 3 противника. На полу трупы, провода и мусором. И снова отдаю должное детализации. А вот тут, кстати говоря, видно тот самый анимационный лаг, когда противник неестественно остановился и немного проскользил. Только похвалил, как снова здравствуйте, все старые приколы из прошлого. Но если честно, я уже просто придираю сейчас, так как в динамике это вообще незаметно, да и собственно встречается практически во всех играх. Просто в свое время в играх от беседки иногда это доходило до абсурда и даже наплодило множество видосиков пародий. Я думаю, вы их и сами все видели. Относит противника назад, размахивает руками, роняет пушку. Все очень красиво и зрелищно. Разные анимации падения. Мне все нравится. Не дает мне покоя этот бугурт насчет импакта. Извините, двигаемся дальше. Используем одну из 11 гранат и прячемся за укрытие. Жаль, из-за него не было видно, как реагировал противник на бросок гранаты, но по-моему враг даже не пытался скрыться или отпрыгнуть, а продолжал стоять на месте и пытался нас атаковать. Просто все произошло слишком быстро, может он и попытался бы убежать, но мы его убили из автомата раньше, чем взорвалась граната. Тот, кто делал этот футаж, на мой взгляд, слишком поторопился, либо же наоборот мастерски скрыл неидеальные противников и при этом продемонстрировал быстрый бросок гранаты. Кстати, можно обратить внимание, что в Старфилде предметы при взрывах и стрельбе разлетаются в стороны по физике. Не помню, чтобы такое было в прошлых играх студии, хотя мог и подзабыть, напомните в комментариях. А вот и демонстрация быстрой смены оружия в динамике. Выбираем дробовик под названием Кучер, и снова видно тот же значок. Что бы он ни означал, на винтовке было 5, а тут этого 90. Возможно, это какой-то индикатор кучности и разброса патронов. Тут же можно заметить, что направления слотов не играют роли, и оружие в слоты добавляются не автоматически по категориям, а вручную. Если ранее полуавтомат был сверху, а пистолеты слева, то сейчас они поменялись местами. В том отрезке игры, которые вырезали, видимо, было новое переназначение оружия по слотам. И тут же можно обратить внимание, что игра не становится полностью на паузу, а включается сильное замедление. Вполне себе отличное решение, которое в принципе сегодня стало ходовым и используется в большинстве игр, где есть стрельба. Как и полагается, выносим пирата выстрелом в упор из детализированного дробовика, да так, что его автомат чуть ли не прибил главного героя, пролетев рядом с головой. Добивающий выстрел. И можно видеть, как враг в очередной раз сложился уже каким-то другим способом. Падение тела определенно работает по физике и нет одинаковых поз врагов на земле после их выноса. Вновь полностью анимированная перезарядка со всей детализацией, где вновь видно каждую надпись на корпусе и каждый заряженный патрон. Нам же урона, кстати говоря, наносит немало. Видно, как поубавилось здоровье после такой стычки с несколькими пиратами. Подлечившись и пройдя какой-то определенный отрезок базы, нам решают продемонстрировать механику лутания закрытых контейнеров. На доске в этом же углу можно увидеть, чем данная лаборатория занималась в принципе. Какое-то мутагенное скрещивание по созданию каких-то непонятных уродов. Допуская, что с подобными искусственно созданными существами мы будем встречаться в качестве врагов на каких-то других экспериментальных научных базах, где будет что-то вроде хасков из Mass Effect или каких-то мутантов. Простор для этого есть, не нарушая общей концепции
того, что эта игра не совсем космическая фэнтези, а ближе к научной фантастике, приближенной к реализму. И тут нам показывают DigiPic, систему взлома электронных замков. Нехитрая мини-игра, где нужно подобрать детали в соответствии с показанными отверстиями. В принципе, без особых заморочек и не совсем чтобы прям просто. Довольно неплохое решение для мини-игры по взлому. Лутание в играх от беседки — это основа основ. Невозможно пройти мимо какого-нибудь ящика или даже мусорного ведра, чтобы не вытащить оттуда стимулятор или же какой-нибудь бесполезный яд, который до конца игры у тебя будет лежать в рюкзаке. Но пройти все равно нельзя. И раньше открывалось большое меню контейнера, в котором ты выбирал предметы, что взять. Вскоре стали делать моды на быстрый лут, чтобы рядом с таким контейнером появлялось окошко без громоздких интерфейсов. Видно, что беседка учла этот момент, и быстрое лутание уже сразу идет по умолчанию. Забираем винтовку Evinox, вроде как-то так читается ее название. 20 активных зарядов и 305 общий боезапас. Пришло время ее испробовать. Выходим на крышу, где и заканчивается наша миссия, и вновь видим световой эффект выхода из темного помещения на яркую освещенную сцену. Тут, кстати, и терминал какой-то на стене. Интересно, интерактивный он или нет. Возможно, эту дверь мы как раз и открыли при помощи входа в интерфейс терминала, как это было в Fallout. На мониторе можно увидеть логотип объединенных колоний. Видимо, база до захвата пиратами принадлежала именно им. Берем в руки нашу новую пушку и пробуем ее. Судя по выстрелам, точно такими же пушками пользуются и пираты. Такой же след от выстрелов. Но вот тут, кстати, реально прям вообще никакой отдачи не ощущается, ровно как и не ощущается эффект попаданий. Как будто стреляем из воздушки. Снова крупным планом детализация пушки и точная анимация перезарядки. Крупным планом эмблема Combatech. И уведомление об обновлении миссии «Один маленький шаг» во время прибытия поддержки пиратов Багрового флота. Кстати, о мелочах. Вновь продуманы такие вещи, как даже хранение чистого кислорода. Тут обшивка немного потрепалась, и видно резервуары с чистым кислородом, который как раз и подавался по тем трубам, что мы видели под потолком внутри помещений. И даже такие вещи, как кислородные резервуары и те с логотипами каких-то компаний и брендов, которые их производят. Axion Energy или что-то вроде этого. И вновь глобальное уличное освещение. Определенно внутри помещений все на порядок лучше. Тут же вновь все какое-то блеклое, теней практически не видно. Все выстраивается в единую плоскость и выглядит как псевдо 3D, состоящая из спрайтов. На мой взгляд, нужно капитально переделывать систему внешнего освещения и наложения теней. Даже глянуть на вон ту стремянку, она вообще выглядит как наложенная 2D картинка. Абсолютно не чувствуется объем предмета. Да и этот желтый ящик тоже не лучше. А вот детализация корабля опять же на высочайшем уровне. Даже с такого расстояния видно чуть ли не каждую деталь и каждый винтик на обшивке. Пират понял, что ему не справиться с нами, и решил дать дёру в сторону подмоги. Но не тут-то было. Нам демонстрируют одну из вещей, по которой, я уверен, в будущем наделают сотни нарезок запуска бедных пиратов в стратосферу при помощи повреждений харанцев. Давакин, улетающий в космос с дубиной великана, передает эстафету. Ну, кстати говоря, костюмы пиратов также хорошо проработаны. Каждая вещь гардероба как отдельный элемент. Плащ колышется и развивается по физике. Да и анимация врагов, еще раз отмечу, она вся разная и довольно хорошо проработанная. Быстрое переключение на вид от третьего лица. Обожаю игры от беседки за эту возможность. Как тебе удобно, так и играешь, вплоть до каждой ситуации в отдельности. Делаем прыжок, и вот тут уже видно, что ранец пошел в ход. Появляется шкала, которая тратится при каждом использовании диоксида углерода. Взлетаем и эффектно мочим пиратов с воздуха. Хоть игра и RPG, но экшена тут предостаточно. Мне понравились скорости перемещения в бою и быстрая смена оружия с броском гранат. А рюкзак во время боя еще больше добавляет зрелищности и динамики сражения. Ну и приближение к виду из-за плеча при прицеливании, когда видно, как отлетают гильзы от оружия. Причем даже гильзы смотрятся проработанными, чего уж там говорить о костюме главного героя и его шлеме, который вблизи выглядит просто безупречно. Каждый шов, заклепка, вмятина и каждая складка видны. Мы, кстати, под конец взяли какую-то штурмовую винтовку с названием Водоворот. Выглядит сборка довольно кустарной, но стреляет знатно. На этом первая часть демонстрации геймплея прерывается. В следующих роликах, которые выйдут позже, разберем остальные части демонстрации, поэтому не забудьте подписаться на канал, дабы не пропускать новые видео. Становитесь спонсорами на Boosty, если хотели бы поддержать меня материально, так как YouTube по-прежнему не платит ни копейки. А за ваши подписки я вам буду безмерно благодарен. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и делитесь видео в соцсетях. Ну а с вами был Дэнни Марс, и до новых встреч!